Hello, everyone! Всем привет! Итак, ну что, у нас заканчивается 2024 год, высокосный год. Не знаю, как у вас, но я, к сожалению, не могу с вами поделиться чем-то приятным и хорошим, потому что этот год мой заканчивается не очень хорошо. Вот. Но я надеюсь, что у вас все очень замечательно, и вы провели этот год в веселе, добре, и у вас были не только самые позитивные, хорошие эмоции. Да, в моем году были немножечко такие приятные моменты. Это путешествия, концерты. Вот, я побывала в тех городах, которые хотела. Это был Архангельск, Вологда. С них в следующем году будут влоги. Я их еще не смонтировала, вот. Ну и также побывала там на концертах, ну, многочисленных, кто там следит ВКонтакте, либо в Инсте, либо в Телеграме, знают об этом. Вот, с таких концертов тоже были влоги. Наконец побывала, конечно, на концерте Шакран, который очень сильно хотела. Это было в марте. Это было очень здорово. Это было супер здорово, могу сказать. Естественно, на концертах Егора Ярушина была. Потом на Wild West. Третья я тоже очень хотела побывать. На третьей я побывала. Мне кажется... The Hatters тоже были очень здоровские. Конечно, и Сергей Лазарев. Вот, по-моему, я всех перечислила, кого за этот год, на чьих концертах я была. Вот, могу сказать, что 2024 год у меня в начале года до лета был более-менее стабильный, такой нормальный. Были какие-то там мелкие неприятности, ну, скажем так, ну, как бы, окей. Все началось с лета. Как-то все пошло не в ту сторону. Вот. Я не говорила об этом никому, я перестала ходить на барабаны, к сожалению, я очень об этом жалею, что так произошло. Вот с лета я не хожу на барабаны. Вот. В чем причина, я не могу вам сказать, но вот так получилось. Мне очень жалко, что я перестала заниматься ими. Я большую часть, скажем так, жизни, да, проходила на барабанах. Это было очень здорово, классно. По-моему, с какого я года хожу? Года 16-го, да, 2016 года до 2024 я проходила на протяжении стольких лет на барабаны. Есть несколько каверов, которые вы можете найти в интернете, в принципе, и посмотреть. Но я могу сказать, что это было очень здоровское время. Иногда было сложно, иногда было легко. Заниматься барабанами — это очень плодотворная такая работа, это заставляет работать твои мозги на все 100%, даже больше, потому что это, во-первых, координация, и руки, и ноги, все это вместе надо смешивать, и все это такой мыслительный процесс, который реально может забрать очень много сил. Вот, но при этом это очень интересно, потому что каждый раз ты изучаешь какие-то новые песни, какие-то новые приемчики, придумываешь, по крайней мере, у меня так, я по-разному всегда придумывала, как запомнить ту или иную комбинацию на барабанах, чтобы быстрее это все запомнилось, и это выучилось, и всегда это очень-очень интересно, тем более иногда так бывало, что Денис, это мой преподаватель на барабанах, находил такие какие-то ключики, да, которые помогали идти в правильном направлении. То есть, когда учитель замечает это, очень-очень здорово для учеников, и от этого еще хочется интереснее и больше заниматься и изучать все новое. Но, к сожалению, так получилось, что я не хожу больше. Я не знаю, вернусь я или нет, но пока это огромный вопрос стоит. И вот так. Вот. Дальше произошла со мной такая ситуация, я которой долго об этом не говорила, но я не хочу больше об этом молчать. Вот. Так получилось, что в жизни появился человек. Если бы я знала, что так произойдет, я бы в жизни никогда ему не ответила. И была бы намного осторожнее, скажу так. Я потеряла очень крупную сумму денег. Знаете, когда у вас есть финансовая подушка, вы себя намного чувствуете намного лучше и безопаснее, скажем так. По крайней мере, это у меня. На данный момент сейчас у меня ее нету. И еще у меня теперь 2 кредита.
То есть, если бы я знала, что так все произойдет, я бы в жизни с этим человеком никогда бы не заговорила, никогда бы не ответила и не сделала. Я не знаю, что со мной на тот момент произошло. В общем, могу сказать, это была криптовалюта. Получается, чтобы мне достать эту сумму денег, а, нужно было добавить еще, потому что там произошла какая-то грязная, а, типа грязный перевод денег, скажем так, да, и система Binance, вот эта, она заблокировала их. Чтобы их надо было разблокировать, нужно было внести сумму денег. Получается, я тоже, он вносил, и я внесла тоже. Но, как мне он говорил, и там тоже, типа, поддержка говорила, что это будет последнее, и вам разблокируют деньги. Типа, их можно будет забрать, и мы с этим человеком раз и навсегда разойдемся. Но в последний раз, когда я это сделала, мне приходит сообщение о том, что нужно еще внести денег, чтобы, типа, для комиссии покрыть эту комиссию. Там, конечно, не маленькая сумма, это около 150 тысяч рублей. Естественно, я эту сумму не буду никогда вкладывать. Я уже поняла, что я денег своих не верну. Я уже попрощалась с этим. И получается, этот человек написывает, типа, требует с меня эти деньги, так как его часть денег тоже лежит на моем электронном кошельке. Но этот человек зарабатывает намного больше, чем я вот так могу сказать, которую, если нужно ему так деньги, он может это вложить, и я спокойной душой это все отдаю, и больше мы не видимся. Но человек требует с меня, чтобы я вложила, который зарабатывает намного меньше, чем он, и чтобы это разблокировать. Но по моим ощущениям, что если внести эту сумму, что там ничего больше уже не разблокируется, а там еще будет потребует еще раз, потребует денег. Поэтому я делать этого не собираюсь и не буду. Я уже поняла, что все, надо эту ситуацию отпустить, понять, что денег я уже эту сумму свою не увижу, но дело в том, что там не только моей, но и сестры еще будет еще денег. Я виню себя в этом, что я поддалась на это, и плюс еще сестру в это втянула. И поэтому, чтобы мне быстрее с этим распечататься, с кредитами, да, я сейчас ищу подработку, чтобы как-то уменьшить сумму выплат и чтобы как можно скорее это все закрыть. Поэтому, ребят, я не знаю, что дальше будет, конечно, с каналом. Скорее всего, я буду выпускать, но не так будет часто, как до этого происходило. Единственное, что я вас попрошу сделать, это подписаться на те социальные площадки, где есть монетизация. Таким способом, выходя в хоть чуть-чуть, мне поможете. Это Дзен, Рутюб, АСМР Рутюб. И если есть желание еще подписаться на Нум, там хотя бы мне тоже нужно сделать там 50 человек, подписчиков, чтобы подключить монетизацию. Таким способом вы меня поддержите, и с вас ничего не будет, кроме того, что нужно будет смотреть только видео, комментировать и все. Да, я понимаю, что в этом сама виновата, что поддалась на это. Я не знаю, как произошло, хотя я всегда себе говорила, другим людям говорила, что так не надо делать, это все к ничему хорошему не приведет. Поэтому такие ситуации. Такая ситуация со мной произошла. Я, конечно, все силы сейчас соберу на то, чтобы быстрее с этим закрыть все эти кредиты, распрощаться и забыть, как страшный сон. Потому что в моей жизни никогда не было кредитов, и здесь такое впервые произошло. И потом я буду, конечно, восстанавливать свою финансовую подушку, чтобы у меня она была, и чувствовать себя намного лучше. Это самый, наверное, такой крупный провальный шаг в этом году, мой провальный шаг, который я себя за это очень сильно виню. И я очень надеюсь, что вы никогда не попадетесь на такое и будете намного мудрее, чем я. Я надеюсь, что с этим все это закончится, и в следующем году я вам, может, скажу, что да, к концу следующего года я скажу, что я это все закрыла, я это сделала, и я большая молодец. Надеюсь, что у вас этот год прошел очень хорошо и замечательно.
и вы уже загадали свои желания на следующий год, чтобы они все исполнились. И единственное, я пожелала... Да, еще какие минусы в этом года. Я не достигла 5000 на YouTube-канале, хотя очень сильно этого хотела, потому что у меня было одно видео. Ну, я его только сделала тогда, когда будет 5000. Ну, я не знаю, сколько я буду собирать их, ну, в общем, вот так. Потом я не встретила парня, не вышла замуж, не родила, нет семьи. В общем, вот так могу сказать, что не самые радостные, наверное, события такие. Но я хочу вам пожелать, чтобы у вас в следующем году было все очень здорово, замечательно, чтобы вы побольше путешествовали, открывали для себя новые какие-то приключения, общение с людьми, не знаю, там, может, выходить какую-то супер книгу прочитать, либо что-то еще создать своими руками, может, какое-то у вас новое дело, и чтобы у вас все это было в очень таком хорошем подъеме, чтобы вы это достигли и были самые счастливые люди. В общем, я пожелаю, чтобы вы смотрели мои видео, подписывались, ставили лайки. Если вы слышите там Матильду, то Матильда вам тоже передает привет. И чтобы вы были всегда на позитиве, какие бы ни были там с вами приключения, будь то это хорошие, либо и плохие, всегда боритесь за то, чтобы побеждать и быть на высоте, и быть самыми клевыми ребятами на этой планете. В общем, спасибо всем большое. Благодарю за тех, кто комментирует, ставит лайки, смотрит это видео и вообще мои видео. Спасибо вам большое за поддержку. Пусть у вас всегда будет все очень удачно и все очень замечательно. Ну а с вами увидимся в новом 2025 году. У меня еще с этого года остались некоторые видео. Я их перенесу на 25 год. Там реакции, ну и, как я сказала, уже влоги. И чтобы вы могли их посмотреть и наслаждались этим. В общем, спасибо всем большое, что вы были со мной. Обязательно подписывайтесь на все остальные социальные сети, все ссылочки в описании. Ну а с вами увидимся в новом видео, в новом 2025 году. Всех обнимаю, всем пока, бай-бай.